Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Сегодня поговорим про The Smashing Pumpkins. Ну, знаешь, тех самых разбившихся тыков, которые по идее должны были быть просто еще одной альтернативной группой с комплексом неполноценности и кучей эффектов на гитаре. Но как же получилось так, что из подвала в Чикаго вылезла одна из самых депрессивных и при этом гениальных рок-групп? Америка. Конец 80-х. Все дрожит от гранжа. Парни с грязными челками и дырявыми свитерами вылезают из подвалов и кричат о боли, одиночестве и несправедливости. И тут, в Чикаго, где пахнет говяжьим бульоном и углем, появляется один чувак, Билли Корган. Ни красавец, ни атлет, ни душа компании. Наоборот, депрессивный, злой, с комплексом неполноценности и голосом, будто его всю жизнь били по почкам. Но у него есть одна штука – амбиции. Огромные, как чикагский небоскреб. И из всех альтернативных рок-групп начала 90-х Smashing Pumpkins менее всего находились под влиянием традиционного рок-андеграунда. Гитарист и автор песен Билли Корган создавал смесь прогрессива, тяжелого металла, готики и психоделии, создавая слоистый, мощный звук. Фактически, эта группа стала моделью для успешной альтернативной группы. Nirvana была слишком деструктивна, а Pearl Jam избегали успеха. При этом на характере Билли сказалось непростое детство с безразличным отцом и жестокой мачехой. Замкнутый и депрессивный по натуре, он вырос довольно эгоцентричным, что логичным образом сказалось на всем его творческом пути. Несмотря на наркоманию отца, именно его пример оказал влияние на выбор профессии парня, ведь отец был джазовым гитаристом и зарабатывал на жизнь, играя в различных посредственных группах. А психоэмоциональные перепады по жизни от оптимизма до депрессии и родили такое смешение стилей. Ведь в их доме всегда звучала музыка. Хендрикс, Майлз Дэвис, Фрэнк Синатра, Мадди Уотерс – это было первое знакомство Билли с музыкой. Жили они в пригороде Чикаго, и в 19 лет Билли покинул дом, чтобы уехать во Флориду с еще не оперившейся готической группой под названием The Market. Но команда потерпела неудачу, и он в 88-м возвратился обратно в Чикаго. В магазине, куда он устроился, Билли встречает Джеймса Иха, поразительно красивого американского японца, играющего тогда в колледже в группе под названием Snake Train. С ним они начали записываться, используя в качестве ударных драм-машину. Играя на гитарах и сочиняя песни, Корган и Иха наконец написали столько материала, что хватило на их живой дебют в Полиш-баре в Чикаго. И вскоре после выступления Корган услышал о группе под названием Dan Reed Network, а точнее о женщине по имени Дарси. Она играла на гитарах. Корган моментально нашел ее и спросил, не хочет ли она играть на бас-гитаре в его и Джеймса группе. Билли оставил ей свой телефон, и вскоре она стала третьим участником. Прогрессируя и произрастая, тыквы наконец заручились доверием владельца местного клуба и вскоре были приглашены на разогрев у группы Jane Addiction, но с условием, что будет найден живой барабанщик. И кто-то из друзей посоветовал взять Джимми Чемберлена. Он хоть и был джазовым барабанщиком и в альтернативной музыке мало что понимал, однако через несколько репетиций стало заметно, что мощная подача Чемберлена стимулирует и всех остальных играть жестче. И группа стала выбираться из изначально выбранного мрачного саунда.
Первый альбом звучит как месиво из Металлики, Майи Деранж и психоделического сна после передоза. Главная песня «Риносерос». Ее Билли написал, когда сидел в подвале и смотрел, как дождь стекает по окну. Он говорил: это про то, как мир давит на тебя, как слон, а ты чувствуешь себя бабочкой. Ну или как-то так. По сути, песня про депрессию, но красиво завернута. Этот дебютный альбом был записан с продюсером Батчем Вигом, который со временем станет одним из самых уважаемых продюсеров на альтернативной сцене. Корган очень придирчиво подходил к процессу записи, и группа много времени провела в студии, к удивлению Вига, который привык записывать альбомы всего за 3-4 дня. И при этом большая часть партий гитары и баса были записаны именно Корганом, чтобы все вышло именно так, как он это видел. Но на отношениях внутри группы это сказалось негативно. Несмотря на очень нестандартный звук, альбом большим успехом не пользовался, хотя в итоге продажи и превысили аж 1 миллион копий. Вскоре, благодаря официальной связи группы с Virgin Records, в которую входила и Caroline Records, где они записывались, чикагская группа получила хорошую поддержку и смогла отправиться в турне вместе с Red Hot Chili Peppers и Guns N' Roses. Турне закончилось не лучшим образом для положения группы. Иха и Урецкий, которые состояли в отношениях, расстались во время гастролей при не очень приятных обстоятельствах. Чемберлен пристрастился к наркотикам, а Корган впал в депрессию. В это время на музыкальной арене стал главенствовать гранж, и лейбл решил сделать большую ставку на этих тыкв. Корган негативно отнесся к этому, считая, что его группа должна идти своим путем. Но записывать новый альбом было решено опять-таки с Вигом, и в конце 92-го музыканты переехали в другой штат, чтобы сосредоточиться на записи и хотя бы на время прекратить связи Чемберлена с наркодилерами. Корган вновь взвалил на себя запись большинства инструментальных партий и практически жил в студии. И опять-таки между музыкантами появились разногласия, а Чемберлен все-таки завел новые неполезные знакомства. При этом в общей сложности группа провела в студии 4 месяца при практически огромном бюджете в $250 000. Новый альбом лег на прилавки музыкальных магазинов в конце июля 93-го и сразу же попал на 10-е место хит-парада Billboard. Как оказалось, пропитанные мраком композиции принесли группе большой успех в мейнстриме, с миллионами проданных копий и выступлениями в крупнейших концертных залах. Но при этом Билли позже вспоминал, что в это время психически он был в таком ужасном состоянии, что подумывал о самоубийстве. При этом продажи в США превышали 1 миллион копий, а по всему миру было продано 6 миллионов дисков. Today, Disarm, Trap Rock, песни, в которые влюблялись все подростки, у которых не было друзей. Песня Disarm вообще про детство Билли, про отца-наркомана, который говорил «я тебя не люблю». И все это в виде милой мелодии с детским голосом в конце. Гениально? Да. Манипулятивно? Еще как. Но работало. И помимо признания и значительного улучшения бюджета, успех также принес группе волну критики. Pumpkins обвиняли в жадности до успеха, причем обвинения выдвигали и многие известные представители альтернативной сцены. Правда, в поддержку Smashing Pumpkins выступала в частности Кортни Лав, у которой тогда был роман с Корганом еще до свадьбы с Куртом Кобейном. Как выяснилось дюжину месяцев спустя, успех — это не все, что могла позволить себе чикагская группа.
Сначала в 1994 году вышла компиляция раритетов и бисайдов, которая отметилась в билборде на 6 позиций выше, чем сам альбом, а в 1995 они ошеломили всех двойным альбомом, спродюсированным Аланом Молдером и Флудом. Для тех времен двойной релиз не был естественным явлением. Это сделало еще более удивительным, что этот альбом дебютировал на вершине чартов Billboard и принес группе премию Грэмми. И на сегодняшний день этот альбом купили более 18 миллионов поклонников только в США. С этим альбомом, как уже понятно, они добились одного из самых больших коммерческих успехов США в 90-х годах, не разделяясь по жанрам. Группа практически безостановочно появлялась на MTV, снималась в популярном мультфильме «Симпсоны», была хедлайнером многих крупных фестивалей, а их песни вошли в многочисленные сборники и саундтреки. К сожалению, вместе с успехом росло и непонимание. Увеличивалось и потребление наркотиков. Тур в поддержку альбома начался в 1996 году, и в мае во время концерта в Ирландии, несмотря на просьбы музыкантов прекратить мож, в давке погибла 17-летняя девушка. Концерт был остановлен, и вплоть до окончания тура на каждом концерте они просили слушателей уважительно относиться друг к другу. Но на этом неприятности не закончились. В 96-м Джимми и клавишник Джонатан Мелвин, который гастролировал с группой, передозировались героином в одном из отелей Нью-Йорка. Мелвина спасти не удалось. Джимми сначала попал в больницу, затем под стражу, а последовавшая за этим суматоха привела к его исключению из группы, и в туре принимали участие уже приглашенные музыканты. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Все ссылки оставил в описании под видео. С этого момента музыкальный стиль группы двинулся в сторону электроники, что было связано с общими тенденциями мировой музыкальной индустрии и решение Коргана отойти от стандартного рок-музыкального формата. В 1997-м была записана песня для фильма «Бэтмен и Робин». Трек был наполнен различными электронными эффектами и фактически иллюстрировал становившийся саунд группы. Для самих же музыкантов, особенно для Коргана, вновь начались тяжелые времена. Корган тяжело переживал увольнение Чемберлена, разногласия внутри группы, внезапный развод и смерть матери. Неудивительно, что новый материал получился очень холодным и мрачным. Альбом, вышедший в июне 98-го, имел мало общего с предыдущим творчеством группы. Естественно, это не могло сказаться на продажах в США, которые были в 10 раз ниже, чем продажи предыдущего альбома. Всего в Америке и остальном мире было продано немного больше 3 миллионов дисков, и альбом был признан коммерческим провалом. И даже тур в его поддержку носил благотворительный характер. 100% выручки с каждого концерта они отдавали какой-либо благотворительной организации. В итоге было пожертвовано около 3 миллионов долларов, а дорожные расходы музыканты оплачивали из своего кармана.
99-м они вновь отправились в небольшой тур, что интересно, с Чемберленом за барабанами. Правда, этот классический состав просуществовал недолго, и в сентябре неожиданно ушла Редски. Одни говорят из-за ссоры с Билли, другие из-за наркотиков, а третьи, что она сожгла его любимую гитару. Никто, в общем, точно не знает. И на ее место взяли Мелиссу Ауфдемор из группы Холл. С ней был дописан альбом, который вышел в конце февраля 2000-го. В каком-то смысле это было возвращение к традиционному звуку, однако дебютировавший на третьей строчке хит-парада Billboard, диск быстро покинул его и на данный момент имеет лишь золотой статус. Во многом это связывали с волной попсы для глухих к альтернативе подростков, которая завоевывала мейнстрим. «23 мая 2000 года в эфире на радио Билли Корган объявил о конце The Smashing Pumpkins. Записанный после этого альбом вышел в сентябре 2000-го. Корган просил лейбл выложить альбом для бесплатного скачивания, однако, конечно же, получил отказ. И издал в итоге альбом ограниченным тиражом на виниле всего в 25 штук. Буклет содержал инструкции, призывавшие выложить материал в интернет. И последний раз группа отыграла на публике в начале декабря 2000-го. Пришедшие на концерт получили в подарок копию записи первого концерта группы с Чемберленом, и в тот же день в продажу поступил и последний сингл группы. После распада Корган и Чемберлен основали группу Зуан, распавшуюся все-таки в 2003-м, после чего они занялись другими проектами. Редски публичную жизнь не вела, помимо того, что в начале 2000-го СМИ комментировали ее арест за хранение наркотиков. В итоге она выполнила все условия реабилитационной программы и обвинения были сняты. Их же присоединился к Perfect Cycle, а также сотрудничал с другими несколькими командами. Но это не конец нашей истории. В июне 2005-го, после выхода сольного альбома, Корган заявил о возможном возобновлении деятельности Smashing Pumpkins. Из старых участников в новый состав вошли только Корган и Чемберлен, поскольку Иха, Ауфдемор и Редски отказались от участия и воссоединения. В студии группа оставалась дуэтом. В концертный же состав вошли гитарист Джефф Шродер, бас-гитаристка Джинджер Рейс и клавишник Лиза Харритон. И первый сингл «Тарантула» вышел в мае 2007-го. Тогда же музыканты впервые выступили на сцене. Альбом Zeitgeist вышел в июле и в первую неделю был продан в количестве 145 тысяч копий, но в итоге взял только золото. Отзывы были разные. Во многом поклонников разочаровывало отсутствие Ихи и Редски. Ну а после издания мини-альбома American Gothic и еще нескольких синглов, а также DVD, Корган заявил, что группа не станет больше выпускать альбомы, а сосредоточится на синглах, чтобы экономить время и усилия. А в марте покинул группу Чемберлен, поскольку якобы больше не мог посвящать время группе, которой заведовал Корган. Фронтмен же заявил об очередном увольнении барабанщика. Новым музыкантом стал 19-летний Майк Бирн. А также было анонсировано, кстати, что музыканты приступили к работе над новым концептуальным альбомом Tear Garden by Kaleidoscope, в который планировалось включить аж 44 трека, посвященным картам Таро. В итоге, в 2010-м полный состав группы Корган, Шрёдер, Бирн
и новая бас-гитаристка Николь Фиорентина впервые отправились в студию для работы над новым альбомом. Но весной 11-го было объявлено, что новым релизом станет диск «Океания», который станет лишь частью концепта концептуального альбома. Остальные же работы планировалось выпустить в 2012 и в 2013 году. В перерывах же между студийными сессиями группа гастролировала, а сам диск «Океания» занял 4-е место в хит-параде Billboard. Но последующие альбомы 2014 года, 2018 и 2020 не имели успеха среди слушателей. Правда, на мой взгляд, диск 2020 года, CIR, он самый-таки легкий в дискографии группы, но в то же время он самый цепляющий со времен опуса 95 года. Если вслушиваться и сравнивать его со старыми дисками группы, то можно поймать себя на мысли, что тут не хватает надрывных криков Коргана и гранжа. Но если раствориться в пластинке, послушать ее целиком, ни на что не отвлекаясь, она раскроется. Это очень расслабляющая работа, действующая как психоделик-рок из 70-х, но звучащая иначе. Риф и Иха, который вернулся все-таки в группу пару лет назад, аккуратный, почти не выпирающий из микса, а ударные партии, также вернувшегося Чемберлена, идеально перемешиваются с электронной драм-машиной. И это в некоторой степени оммаж к временам основания группы, когда драм-машина в принципе была единственным барабанщиком группы. Что же до стандартных претензий, дескать, Smashing Pumpkins уже не те и вообще продались и списались, Корган ответил на них в интервью еще в 2005 году. «Я думаю, существуют неписанные правила для тех, кому за 35. Осознаешь ты их или нет, ты все равно чувствуешь давление. Руководители звукозаписывающих компаний аккуратно говорят, что ты уже не затрагиваешь умы молодежи, как когда-то. И когда ты это слышишь, выбор у тебя простой. Гомогенизировать то, что ты делаешь, или сентиментализировать то, что ты делал раньше. А можно поступить, как я, спрыгнуть с обрыва». На 23-й год запланирован релиз «Атом» — рок-опера в 3 актах. 12-й студийный альбом был выпущен в 3 отдельных частях по 11 песен. Ты вообще когда-нибудь сидел и думал, а что если бы Twin Peaks сняли как рок-оперу, но сценарий писал как раз Билли Корган после 3 ночей без сна и кучи философских подкастов? Если нет, поздравляю, ты еще не слушал альбом «Атом». А если да, значит ты уже в курсе, что это не альбом. Это психотерапевтический сеанс в формате 3-дискового аудиовизуального безумия, приправленного гитарами, синтезаторами и вечным вопросом: «Билли, слушай, ты вообще еще с нами?» Потому что «Атом» — это не просто новый альбом Smashing Pumpkins. Это попытка Билли Коргана переписать свою жизнь как научно-фантастическую сагу, где он не просто фронтмен группы, а, типа мессия в скафандре, который сражается с тьмой в далеком будущем. Да, ты не ослышался, это рок-опера про космос, про реинкарнацию, про внутренние демоны и, конечно, про то, как все вокруг иллюзия, а он единственный, кто видит правду. 3 акта, 33 песни, почти 3 часа звука. Первый акт еще терпимо, а потом второй. И тут начинается абсолютный психоз. Появляются голоса из будущего. Героиня по имени Солара. Песни вроде Empires уже не про любовь, не про боль, а про восстание сознания и энергетические вихри. Билли поет о квантовом пробуждении, а ты смотришь в окно и думаешь: у меня вообще-то завтра работа, и почему я это слушаю? Третий акт — это уже чистый шаманизм. Гитары плавятся в синтезаторах, музыка становится медитативной, как будто ты лежишь на операционном столе, а тебе в голову загружают воспоминания из прошлой жизни. Про Билли, про его травмы, про его маму, про отца, про одиночество,
про то, как он ненавидит этот мир, но хочет, чтобы его любили. Только теперь он упаковал это в космическую сагу, потому что, видимо, напрямую говорить о себе уже не модно. Теперь надо быть мессией. Ты думал, Атом был пределом? Ты думал, что после 3 актов космической рок-оперы, где Билли Корган играет миссию в скафандре, больше уже некуда падать? Ага, сейчас. Появляется Акори Хори Мэй. Название, которое звучит как заклинание, которое читают перед тем, как открыть портал в измерение, где страдание – это медитация, а гитара – священный артефакт. И тут ты понимаешь, Билли не просто сошел с ума, он ушел в себя, и очень глубоко. Так глубоко, что, кажется, больше не планирует возвращаться. А Кори – это реальная индуистская секта. Там те самые чуваки, которые живут на кладбищах, пьют из черепов и медитируют на трупах, потому что считают, что только через отрицание страха смерти можно достичь просветления. И вот Билли берет это и говорит: а давайте сделаем альбом в духе Акхори, но с моей личной травмой, духовным кризисом и 30 годами несварения души. И делает это. Фанаты говорят, это возвращение к корням. Журналисты пишут, это возвращение формы. А я говорю, это не возвращение, это трансформация. Билли больше не просто рок-музыкант. Он шаман в черной футболке, который использует гитару как посох, а вокал как заклинание. И да, в этом альбоме нет никакой надежды. Нет того, что все будет хорошо. И нет, что я нашел свет. Есть только процесс. Очищение, страдание как путь и музыка как последняя попытка сказать: я был здесь, я чувствовал, и я не сдался. Так что этот альбом, он не для всех. Он не для тех, кто хочет хитов, не для тех, кто ищет легкой грусти. Он для тех, кто готов войти в темноту и не бояться, что не выйдет. Ну а что Билли? Билли до сих пор пишет песни, до сих пор говорит, что музыка — это его терапия, и что он еще пока не исцелился, что он все еще тот мальчик из Чикаго, которого никто не любил. И знаешь, в этом вся суть Smashing Pumpkins. Это не про рок, это про боль, про то, как ты пытаешься выразить то, что не выразить словами. Про то, как ты крушишь себя, чтобы что-то создать. И про то, что даже если ты стал легендой, внутри ты все еще тот несчастный чувак с гитарой, который просто хочет, чтобы его услышали. А ты их слушал, признайся. Когда ты был один, ты включал Disarm и плакал. И это нормально. Потому что Pumpkins — это про нас. Про всех, кто не вписался, кто слишком чувствует, кто слишком злится, кто слишком живет. Вот и вся история. Грустная и немного безумная. Как и положено настоящему року. Thank you guys so much. Thank you. Good night. Get home safe.